Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Ужиная наедине, Ханчер и Джихан разговаривают и вспоминают воспоминания, которые у них остались на чердаке, и то, как началась их любовь друг к другу. Когда он говорит, что когда он похитил ее из дома брата и привел в особняк, он сказал, что ты хозяйка этого особняка, говорит Ханчер, я очень старалась этого не показывать, но ты уже понял. Затем они вспоминают, как впервые принадлежали друг другу, и желают, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Когда Ханчер говорит, что с того дня мы никогда не были одни, Джихан говорит, что я не хочу быть без тебя. Даггер говорит, что ты не уйдешь, я всегда буду в твоих мыслях, ты тоже будешь в моих мыслях, разлука – это не то, что мы не можем быть вместе все время, а даже не думать об этом. Когда Джихан говорит, но ты будешь далеко, Ханчер говорит, не сегодня вечером, я хочу быть к тебе даже ближе, чем ты сам. Затем они встают и обнимают друг друга. Утром, пока Джихан спит, Ханчер просыпается и собирается. Со слезами на глазах Ханчер целует Джихана и прощается с ним. Ханчер покидает это место в слезах, думая о словах, которые она прожила и говорила с Джиханом всю ночь. Когда Джихан просыпается и не видит рядом с собой Ханчера, он чувствует запах ночной рубашки, которую он снял. Пока Ханчер рассеянно идет, кто-то спасает его как раз в тот момент, когда его вот-вот сбьет машина. Даггер удивляется и говорит «ты». Когда Таяр пришел к Йонджи, он сказал, что не отвезет его в Нусрет, что скоро отправит его отсюда, и что он пытается раздобыть для этого немного денег, что он принял это решение за ребенка. Когда Дерья готовит завтрак, звонит Йонке и сообщает ей, что она скоро уедет, Дерья говорит, «Я не говорю, что ты торопишься за деньгами, я не говорю, что когда рождается ребенок, люди хотят кого-то быть с ними». Именно Мелих спасает Ханчера от того, чтобы его сбила машина. Он заботится о Ханчере, отсылает разгневанного водителя и звонит Джихану. Когда он говорит, что видел Ханчер на выходе, но она была не в хорошем состоянии, и спрашивает, стоит ли ему привезти ее в особняк, Джихан долго думает и говорит, «Не вмешивайся, отпусти ее». Мелих расстроен и говорит, «Госпожа Ханчер, вы совсем нехорошо выглядите, пожалуйста, подойдите и позвольте мне подвести вас до особняка». Даггер говорит, что я не вернусь туда, я оставил там свое разбитое сердце, я не вернусь и не заберу его обратно. Когда Мелих говорит, «Мне не хочется оставлять тебя вот так, я отвезу тебя, куда ты захочешь», Ханчер говорит, что пойдет в компанию. Джихан очень грустит. Когда госпожа Мукаддер видит его в такой ситуации, она очень расстраивается и думает, что они загубили грех, оставив ему неизвестного младенца в качестве сына. Когда Джихан видит свою мать, он желает удачи госпоже Мукаддер, госпоже Ханчер, все кончено, мы разводимся. Госпожа Мукаддер говорит, что я не могу держать эту проблему в себе, Бейзу сделали беременной, отец и дочь солгали тебе, они тоже хотели меня использовать, беги, верни жену, спаси свой дом, пожалуйста, прости меня. Когда Бейза слышит их и говорит, будем надеяться, что это было хорошее приключение, оно пришло и ушло, Джихан медленно встает. Когда Мелих приводит Ханчера в нужное место, Ханчер благодарит его и выходит из машины. Джихан берет Бейзу за руку и говорит, «Не волнуйся, я не буду следовать за Ханчером, я иду на работу» и покидает особняк. Пока госпожа Фадими и Айсу собираются убирать старый дом, Джихан слышит и злится, говоря, «Кто сказал тебе идти в старый дом и что никто туда не пойдет и никто ничего не трогает?» Приходят госпожа Мукаддер и Бейза. Госпожа Мукаддер говорит, «Ладно, сынок, не волнуйся, никто туда не пойдет». Бейза говорит, «Я ожидала многого в первый день» и велит дамам Фадиме приготовить завтрак. Ханчер приходит к Энгину в компанию и говорит, что ему нужна доверенность на развод и что он не хочет ничего материального или духовного. Энгин этого не принимает и говорит, что вы мои друзья, мы сядем и поговорим. Ханчер очень настаивает и говорит, что Джихан тоже знает, если хочешь, позвони и спроси. Он попросил меня подать на развод, так будет лучше для меня. Когда Энгин Джихан говорит, что мы можем прийти и поговорить сейчас, Ханчер Энгин говорит, поскольку ты мой близкий друг, не делай этого, не заставляй меня обращаться к другому адвокату.
Мелих последовал за ними и услышал, как они разговаривают. Когда Энгин посмотрит на это и не сможет убедить, говорит он, подпишите этот чистый лист бумаги, и я заполню его по вашему желанию. Когда Ханчер с болью подписывает бумагу и уходит, Мелих бежит за ним и видит, что госпожа Ханчер нездорова, и говорит, я ждал тебя, как вы можете видеть. Ханчер собирается уйти, но когда госпожа Мелих Ханчер спрашивает, есть ли куда пойти, он стоит там. Потом они вместе думают, что брат его не примет. Когда Мелих говорит, что нам нужно найти рядового, знакомого или близкого друга, Ханчер говорит, что действительно кто-то есть. Врач понимает, что в анализах Ясемин Бейза есть отклонение от нормы и начинает ее осматривать. В то время Ханчер Мелих начал работать с доктором. Они приходят к Ясемин. Ханчер отсылает его, говоря, «Спасибо, что пришли сюда и помогли мне, но это между нами». Когда Ясемин говорит, что не понимает, что произошло, она громко плачет, потому что кинжал закончился и мне больше некуда постучать, кроме тебя в большом городе. Когда приходит Энгин Джихан и говорит, что Ханчер абсолютно ничего не хочет, Джихан говорит, что мне все равно, что он говорит, вы отдадите ему должное за его старый дом и компанию. Синим говорит Мелих, что она не смогла связаться с Ханчером и что он ей очень любопытен. Мелих игнорирует этот вопрос, как будто он не знал, потому что пошел к родственнику. Пока Бейза думает о том, где найти ребенка, ее отец Нусрет советует ей расслабиться. Пока Синим и Мелих разговаривают, приходит Джихан, и Синим заходит внутрь. Джихан идет к старому дому и собирается открыть дверь, когда ее открывает Хансер. Когда Джихан говорит, что ты не сможешь пойти, я знал, что ты не пойдешь, говорит Хансер, я не смог бы сделать это без тебя, Джихан, давай забудем все, что произошло, и начнем все сначала. Когда Мелих приходит и кладет руку на плечо Джихана, он понимает, что все это сон. Ясемин говорит, что вы так влюблены друг в друга, эта любовь не закончится так легко, вам следует это пережить. Ханчер говорит, что я не хочу, чтобы Джихан застрял посередине, поэтому я ухожу, я не хочу оставлять его беспомощным и посередине. Ясемин говорит, конечно, если будет ребенок. Ясемин говорит себе, если я права в своих подозрениях, я сообщу тебе такие хорошие новости, кинжал, но сначала я должна убедиться, что не смогу заставить тебя снова пережить эту печаль. Пока Мелих Джихан давал ей советы о любви, он говорит, вы опоздали, потому что в моей жизни есть кто-то, это не такая простая вещь, у меня есть серьезные намерения, но как только я решу эту проблему, я жениться. Джихан уходит от него, говоря, я не думаю, что тебе следует когда-либо идти по этому пути, но ты узнаешь. Джихан приходит на кухню и просит у Гэжи Фадиме специальное обезболивающее. Бейза замечает ее, преграждает путь Гэжи Фадиме и спрашивает, что это и куда вы ее везете. Госпожа Фадиме говорит, что у Джихан Бея болит голова, и я отвожу его к нему. Джихан хочет выпить сразу 2. Госпожа Фадиме говорит, это не так уж и много. Джихан говорит, что этого недостаточно, мне нужно поспать. Когда госпожа Фадиме спрашивает, хотите ли вы, чтобы я когда-нибудь вас разбудил, чтобы вы хорошо выспались после того, как выпьете 2 порции, Джихан отвечает, нет, спасибо. Когда Джихан засыпает после приема лекарства, к нему приходит Бейза, и когда Джихан начинает говорить о Хансере, Бейза говорит, нет, Хансер, я здесь единственная женщина, которая заслуживает тебя. Когда Джихан внезапно просыпается и видит рядом с собой Бейзу, он кричит, что ты здесь делаешь. Бейза отвечает, я видела твое состояние утром, мне было очень жаль, я пришла узнать, не нужно ли тебе что-нибудь. Джихан выгоняет его из комнаты, говоря, мне нужно только одно, ты знаешь, я сказал ему уйти отсюда. Он говорит себе, ты мне так нужен, Даггер. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.